Вот как я сделал из шлифмашинки гриндер. То есть вот с помощью вот сварки приварил ее, с помощью болтов прикрепил. Вот она прикрепленная. Вот она. Прикрутил. То есть она вот в вертикальном положении. Сделал вот такой столик. То есть он движется и в одну сторону, и вверх, и вниз поднимается. То есть вот это сейчас положение до самого конца опустил я. То есть тут все закрепляется. С одной стороны жесткость, с другой болтами. И вот можно работать. Мочим топор, потом вот воду взял, чтобы не горела кромка. Обороты сделал не сильно большие. И начинаем. Вот, точечка, вот, видите? Выдерживаем угол примерно и вводим вот так вот плавненько сюда-сюда. То есть вот так вот покачивая. Градусов 45 заточу и хватит под рубку. Ну, точится хорошо. Мочим через водичку, чтобы кромочка не горела. Она и так не сгорит. Обороты небольшие, но и все равно мочу. Сейчас заведу, заклиню кнопку стопа и поехали дальше. Ну вот, одну сторону заточили. Вот она. Все, переходим на вторую. Опять и поехали. Все, в принципе. Сейчас немножко брусочком подправим, потому что это была 80-я лента, забыл сказать. Сейчас брусочком подправим, и все. Вот брусочек, я его водичкой намочил, и сейчас мы его подправим за усенчик. Уберем. И вот в направлении от жала этого лезвия я стараюсь протягивать так вот. С одной стороны, чтобы гладенький был, чтобы в деревяшечку он хорошо входил. Тряпочкой вытрем. Тряпочкой желательно вот так вытирать,
чтобы вот так вот абразив не размазывать, не подтуплять. Ну, это топор, как бы, ладно. Вот я вытер. Можно даже вот так вот. Ну все, топор заточен, вот, пожалуйста. Хочу вот такой вот топорик заточить на алмазном диске. Ну, вот самое главное принцип-то. Долго не точить, убирать его почаще, чтобы не сжечь алмаз. Ну вот начнем. Вот она вода наша. Мочим. Включаем станок. И начинаем. Формируем кромочку. Убираем. Вот, пожалуйста. С одной стороны. Вот еще кончик надо немножко. Мочим. Вот. Переходим на другую сторону. Сильно не давим. Вот еще немножко. Но уже очень остро. Вот. Теперь сейчас на другой стороне точнем, и все. И практически готово. И с этой стороны. Еще чуть-чуть. Топорик будет готов. Ну все, наточился. Будем его точить. Наточили. Потом проверим на пасте Гоя его. Сделаем его на гриндере. Также потом на пасте Гоя. И потом заточим на болгарке и также на пасте Гоя. Точило на меня вращается. Берем топор, ставим его вот таким вот образом. Можно, конечно, и вот так, но так не очень удобно. Ставлю его, в общем, вот так вот. Провожу. Сначала затачиваю одну сторону, потом перехожу на другую. То есть как бы формирую спуск, а потом делаю заточку. То есть получается своего рода. Сейчас я вам на листочке и покажу. Вот так, вот так. А потом еще так вот и вот так будет угол. То есть получается вот. Сначала делаю спуск, а потом еще заточка. То есть вот он. И вот так, и вот так. Ну вот, схематично я нарисовал. То есть получается два как бы вида заточки. Спуск и заточка сама. Ну вот. Вот таким вот образом держать. И начинаем.
посмотрим. Вот он, видите, пошел этот спуск. Не забываем еще вот окунать в воду, чтобы не перегреть кромку. Потому что если кромочку перегреете где-нибудь в каком-нибудь месте, ну или вообще всю, то она станет мягкой и будет быстро тупиться. То есть получится, отпустите ее. И начинаем. Смотрим. Вот видите, попадаю в этот спуск. Окунаем. Ну вот. Вот я дошел, видите, вот кромочка дошла уже до режущей кромки. Смотрим на искру. То есть, чтобы искра была, вот если начинаете, видите, я коснулся, искра. Чтобы по всей режущей кромке она была. Вот, примерно все. Переходим на другую сторону. Макаем и поехали. То есть топором будем вот. То есть начинаем вот от этого места и вот заканчиваем от начала до конца или от конца до начала. То есть вот такими вот покачивающими движениями. Не тормозим на одном месте, главное. Потому что пережгете. Если почернела она во время заточки, значит все, вы отпустили ее. То есть нельзя тормозить. Проводите либо по новой, либо туда-сюда. Ну как бы все равно точат в одном направлении. То есть, допустим, вот выбрали или сюда, или сюда. То есть и в одно движение. Смотрим. Ну вот примерно вот так получается. Мне просто здесь неудобно, камень маленький. Приходится подальше держать от самого топора, от головы топора. О, все, уже топор еще сейчас с этой стороны.
Постарайтесь в этот спуск попасть. Ну вот. Вот топор уже в принципе острый. То есть мы сделали вот этот спуск, сформировали. А вот теперь мы делаем угол. То есть я примерно угол побольше. То есть было, допустим, вот так, да. А теперь мы делаем угол больше. Как я показывал на листочке. Побольше его отклоняем. Ну там раза два с каждой стороны проведем и все. Так, намочили получше. Все. Вот. Кромочка взялась. Вот она и получается как бы. И с другой стороны. Вот. Топор уже острый. Сейчас еще немножко. С этой стороны и все. Все. Вот оно получилось. А сейчас интересный момент. Сейчас мы сделаем под пасту Гои. Ну вот я одел войлочный круг. Не стал я это снимать, как это процесс этого одевания. То есть вот она паста Гои. Включаем его. И сейчас будем, топор мы немножко шлифанем кромочку. То есть сейчас будем, он круг на меня вращается. То есть не вот так вот держать, а так же как точили. То есть вот так. И подшлифуем кромочку. Ну все, начинаем, включаем. Сильно не давите просто. Пасту Гои желательно сразу в пакетик, чтобы на него всякие частички на нее не падали. Берем топор и по режущей кромке проводим. Так. С другой стороны разок еще. А для чего нужно вообще полировать? А чтобы он был погладше и в деревяшечку входил как полированный, мягенько, без задиров, без всего. Будем точить топор на гриндере. Включаем наш гриндер. Гриндер самодельный. Про гриндер можете посмотреть описание по ссылке. Включаем. И вот так же я топор мочу. И поехали. То есть также сначала формирую спуск, а потом, как я уже показывал, будем затачивать.
Сейчас можно переходить на другую сторону. Ну вот вполне достойно. На эту сторону перейдем. И поехали. Берем точило. И сейчас мы это дело сделаем. Берем пока гриндер. Ну вот, значит, заточили мы на гриндере его. Сейчас вот под пасту боя и войлочный круг. Наносим. Убираем пасту. Берем топор. Как я уже говорил, начинаем режущую кромку проводим. И начинаем на болгарке. Поставлю обороты вот на двоечку. Это, наверное, 1003, может, чуть побольше. Зерно, как я уже говорил, 40-е. Начинаем. Топор, значит, держим вот так.
Смотрим, что получилось. Ну вот получается, вот видите, снимает. Тут одна заточка будет сразу. То есть вот прошлись, потом другую сторону и опять на пасту Гоя выйдем. Мочим и на другую сторону. Давайте посмотрим, что получилось у нас. Ну, сейчас давайте угол немножко сейчас изменим. Чуть-чуть ее наклоним опять же, чтобы нам пройтись вот по фасочке, по подводу. И все. И на этом все. Намочим его. И заточим. Переворачиваем. Вот как бы немножко все равно наклоняйте нарезочную кромку. Ну вот, закончили. Вот смотрите, топор на болгарке. Так, так. Остро. Сейчас еще пастой Гои пройдемся. Ну вот, сейчас после заточки болгарки пройдемся на пасте Гои.